Так, немножко отвлечемся, вернемся к отечественному производителю. Сейчас посмотрим такую коробочку от звезды «Черная акула», российский ударный вертолет, он же Russian Attack Helicopter Black Shark HACAM. Можно заметить, что на коробке нет указания К-50, собственно, К-50 вертолет известный, но я так не в курсе особо, но подозреваю, что, видимо, это связано с тем, что, наверное, у звезды на момент производства вот этой конкретной коробки, наверное, не было никаких лицензионных соглашений с КБ КАМов. Соответственно, они просто, видимо, по лицензионным каким-то вопросам не могли поместить указания, собственно, модели вертолета на коробку. Как они официально, в принципе, со многими авиапроизводителями они это делают, то есть там появляются и логотипы Ми, там и логотипы Ту, по-моему, что-то такое. Вот с Камовым, видимо, по каким-то причинам, наверное, не смогли. Или не хотели. Ну да ладно, это в любом случае К-50, иконная из очень известной такая торговая марка российского ВВС, вооружений, вертолетостроения, «Черная акула», очень раскрученный вертолет, который, так сказать, навеян таким вот ореолом, так сказать, без аналоговости и так далее. В общем, прототип очень известный, история у него длинная, интересная, то есть из такого можно сказать, что разрабатывался он еще в Советском Союзе в 80-е годы как, собственно, базовый ударный вертолет для борьбы с техникой, параллельно с проектом Ми-28 от Миля, соответственно, на каком-то этапе они как бы соревновались, да, какой из проектов вертолета станет у нас базовым. Делались в основном они как своего рода ответ на американский Apache во многом, так как боевых качеств на тот момент Ми-24 уже как бы не хватало. По итогу, в общем, Ми-28 отдельная история, а вот Камов предложил свой К-50, они в основном делали морского базирования вертолеты часто, и вот часто применяли соосную схему винтов в частности, и вот решили они сделать нечто отличное, не подражать Апачу, а предложить такую соосную схему винтов для боевого ударного вертолета, отказаться от заднего этого рулевого, скажем так, винта, тем самым новую такую концепцию применить, что позволило достичь достаточно очень интересных таких летных качеств вертолета, во многом даже действительно не имеющих аналогов в мире, по-моему, ни на тот момент, ни сейчас. Облегчить управление, позволять совершать какие-то совершенно невероятные маневры данному вертолету и так далее. Помимо этого решили еще и отказаться от стрелка-оператора вооружений. Как можно видеть, он вертолет одноместный, только пилот, он же, собственно, оперирует вооружением. То есть решили, что будет новая концепция применения вертолетов, где наведение на цели будет давать отдельная машина, то есть там подразумевалось либо отдельный вертолет-разведчик, либо с земли, либо какой-то специальный беспилотный аппарат будет, соответственно, К-50, оно будет заходить в зону, по полученным своим указаниям выпускать, соответственно, отрабатывать и тут же уходить из зоны поражения вражеских средств ПВО. Жизнь она внесла коррективы, то есть, несмотря на то, что вертолеты реально построили, приняли на вооружение в начале 90-х годов, сложное время, конечно, и вроде как все признали его хорошие качества, несмотря на то, что во время испытательных полетов там несколько было несчастных случаев, катастроф, сложные там вопросы, конечно, были, но в принципе да. Но несмотря на это, по итогу, в принципе, всего было построено что-то чуть больше десятка реально боевых вертолетов, включая опытные образцы, соответственно, и по итогу этого всего долгой этой истории К-50 он так и не стал основным, скажем так, ударным вертолетом вооруженных сил России, а вместо этого его основную роль занял его главный конкурент Ми-28. Собственно, К-50, по моим спекулятивным, скажем так, оценкам, он своего рода стал такой переходной моделью между к К-52, ударному вертолету, который тоже сделан по концепции соосного винта, отсутствие заднего винта, но там было, собственно, отказались от этой концепции одноместного вертолета и вернулись к концепции наличия как пилота, так и стрелка-оператора. То есть и К-52 он, в принципе, сейчас вполне себе
заменил К-50 и применяется активно и в реальных боевых действиях и так далее. Но, в принципе, так в каком-то смысле остался и Ми-28, и К-52. Они оба в армии, но вроде как К-52 как бы более для специализированных каких задач, а Ми-28 вроде как основные ударные. Ну, там сложно сказать, какая концепция, но можно сказать, что конкретно вот эта машина К-50, она своего рода, ну, по сути, так и осталась таким опытным переходным образцом, да, на котором были опробованы вот эти все моменты, и они, в принципе, не были выброшены в мусорную корзину, и, в общем, в К-52 продолжают жить. Ну, помимо того, что «Черная акула» ее так хорошо разрекламировали, и летные качества показывали на многих авиасалонах и так далее, то есть это своего рода долгое время был такой бренд российского вооружения, как бы превосходства и так далее. Очень все практически знают вертолет «Черная акула», соответственно, ну, в 90-х, в начале нулевых точно все знали. Даже фильм там был в начале 90-х один снят. В общем, да. Ладно, вернемся к набору, потому что на самом деле тут реально о предыстории можно гораздо дольше говорить, чем о самом наборе. Сам набор, собственно, ну, насколько я понял, в итерации К-50 в исполнении звезды, скажем так, он вроде как две итерации пережил. То есть первая итерация они перепаковали италеревский кит набор, у них был К-52 Хакам, а потом в 97-м, по-моему, или чуть позже году, что такое, они, по-моему, сделали свой набор, полностью свой пластик, свои преформы, где фактически выпустили новую модель. Тот же самый прототип, но уже пластик, пресс-формы свои. Ну и дальше потом, по сути, особо ничего не менялось, просто к новой коробке обновлялись, и вот к текущему моменту продолжают выпускать, насколько я знаю, продавать. И вот так он сейчас выглядит, этот наборчик, хотя так ему довольно много лет, что понятно. Значит, артикул это у нас 7216, и, соответственно, на боковиках у нас, опять же, авиатехника. Ну вот, можно заметить, что тот же самый К вертолет с соосной схемой, вот как раз более ранний морского базирования. Своего рода в каком-то смысле прообраз. Так, заглянем в коробочку. Сзади у нас ничего нет, просто картонка. На боковике еще краски Тamiya и декаль нарисована, то есть это уже новая генерация с тамиевскими красками. Масштаб 72. Коробка у нас верхней загрузочкой, открывающейся. В коробке мы, собственно, по стандарту видим пакет с литниками, как обычно у звезды. Чаще всего бывает один. Бумажная инструкция. Лист предупреждений всяческих. Пакетик с декалью и прозрачным пластиком. Собственно, по инструкции стандартная для звезды тема. Вот эта раскладушечка такая. С минимальной исторической справкой, очень короткой, буквально там меньше абзаца, наверное, боксартом. Дальше продолжается, значит, раскладка литников, декаль изображена. Изображено, что два варианта, соответственно, выпущенное в шасси, открытый кокпит и летный вариант, закрытый кокпит, убранное шасси. И сборка начинается, соответственно, видно, что есть фигурка пилота. Собирается, все начинается с кокпита. Нарисован как раскрасить пилота, внутрянку кокпита и так далее. Собирается корпус, видно, что корпус двух половин, то есть передняя часть сделана отдельно, задняя часть крепится. Но я не помню, были у К-50, по-моему, модификации. Я вот сейчас, к сожалению, не вспомню, выпускала ли. По-моему, да, звезда выпускала еще вариант ночного вертолета К-50. Соответственно, скорее всего, вот эта передняя часть, она отдельно сделана, потому что был еще вариант, видимо, ночного К-50 Шаун, по-моему, называется, или что-то такое. И, соответственно, они сделали, видимо, для унификации. То же самое они примерно с Ми-28 делали, только в Ми-28 там интереснее было. Там они корпус сделали полностью одной деталью, а для варианта ночного нужно отпиливать половину корпуса. Ну, да, довольно забавно. В этом плане вот здесь более как-то органично это сделано. Ну, короче, да, из двух половин вот корпус у нас сделан. Тут вот, соответственно, передняя часть у нас
так понимаю, тоже из двух половин, да, вот соединяется, крепится к задней части корпуса, крыло вот тут появляется. Дальше, соответственно, уже навешивается там двигатель, тут стеклянная часть кокпита, фонарь. Еще там что-то, соответственно, все это устанавливается на готовую модель, появляются винты, вот два винта соосных, соответственно, лопасти собираются, все это устанавливается. Тут, ну, как бы особо-то рассказывать нечего, в принципе, модель еще маленькая, деталей мало. Собирается шасси в одном или в полетном, либо убранном варианте, колеса, фары, тут есть стеклянные детали с фаром на прибор освещения. Появляются вот крылья по бокам с подвес, где для вооружения. Соответственно, вот опять же два варианта: летный, полетный на ВПП. Вооружение, собственно, под крылья крепится, я так понимаю, тут вроде бы без вариаций, насколько я понимаю. Соответственно, неуправляемые, управляемые ракеты. Ну, пушка, она не съемная сбоку, вот имеется, где-то она была видна. Соответственно, устанавливаются в самом конце винты, не крепятся, они просто сверху ставятся, что, в принципе, логично, чтобы в случае можно будет как-то разобрать, наверное. Видно, опять же, кокпит открытая, дверь закрытая. Ну, собственно, все очень коротенько, достаточно плотненько, но понятно в целом. Инструкции звезды, они все такие, в принципе, стандартные по сегодняшним временам, поэтому тут особо никаких сюрпризов. Так, что, 12-й упаковщик, значит, два варианта окраски модели, камуфлированный, я так понимаю, да, по-моему, трехцветный камуфляж, 25-й борт, без привязки к конкретной машине, конкретному подразделению. Ну, то есть, как, она с привязкой, как бы, наверное, прототип найти не проблема, но в инструкции не обозначено, что это за машина. И 26-й борт черный. Так, соответственно, в общем-то и все на этом по инструкции. И можно смотреть, собственно, пластик. Пластика немного, все понятно. Один пакетик, купиха на все, литников общей сложности получается, ну, можно сказать, что 5 штук, хотя, по сути говоря, в основном всякая мелочевка. Первый большой крупный, значит, что у нас тут? Две детали половины корпуса, соответственно, присутствуют. Никакой клепки, я так понимаю, нету у нас, то есть по традиции. На 48-м масштабе Ми-24 клепки не было, и тут нет. Некая расшивка, рельеф есть каких-то панелей, ну, как бы вот на этом как бы и все, собственно, что на другой половине корпуса то же самое мы наблюдаем. Ну, огрехов литья особо каких-то не видно, вроде ни утяжа, ни облоя нет, несмотря на то, что пресс-формы не то чтобы очень новые. Лопасти винтов достаточно небольшие, так сказать, можно сказать, по длине, если сравнивать, наверное, даже с Ми-24. Ну, видно, что детализация как бы вроде неплохая, но не то чтобы как-то поражает воображение. Собственно, ну, тут еще крылья, те самые подвесы с вооружением, куда там детали двигателя, вот выхлопа, так сказать, или воздухозабор и так далее. Колеса шасси частично здесь находятся, отлиты в одну деталь, без рельефа протектора, ну, детали, собственно, шасси, какая-то мелочевка там и так далее. Вот. Значит, это, видимо, я так понимаю, если были модификации ускал, то есть, наверное, этот литник был общий для модификации. Вот этот литник, ну, скорее всего, наверное, был конкретно под этот исходный КБ-50 отдельно, то есть нижняя часть корпуса у нас тоже в рельеф абсолютно такой же, как и на, собственно, основной большой части корпуса модели. Две половины передней части корпуса, скажем так, с нишей под кокпит, тоже тот же абсолютно рельеф, никакой клепки. Исключительно такая расшивочка, достаточно неглубокая, но на месте. Значит, фигурка пилота, деталь кокпита вот это вот внутри, с панелью приборов.
Сейчас посмотрим, насколько я помню, на декале у нас никакой панели приборов нет, то есть, соответственно, если ее как-то там пытаться имитировать, то только красками. Ну, собственно, вот пол кабины, кокпит, там еще какие-то детальки, вот. Но ничего тут такого особенного нет. Детализация вроде бы неплохая, ничего не заплыло, никаких утяжин нет, но и не то, чтобы как-то поражало дико воображение. Вот тут немножко облучка в нижней нише, ну, совсем чуть есть. В остальном все по стандарту. Так, маленький литник, собственно, с вооружениями, конкретно с неуправляемыми ракетами из двух половин, контейнеры, вот, собственно, сами ракеты, блоки. Ну, я так понимаю, возможно, даже унифицированные с другими вертолетами, так как, скорее всего, я точно не помню, но, скорее всего, эти блоки подвесные, они, наверное, те же самые, что и на других ударных вертолетах российских используются, поэтому вот видно, что это какой-то такой кусочек, скорее всего, унифицированный, который звезда льет, наверное, для всех подряд. Так, что еще? И, собственно, два тоже, скорее всего, унифицированных блока с управляемыми ракетами. О них особо сказать-то и нечего. Названия нет, ну, просто такие. Вот. И, собственно, в самом конце остается у нас прозрачный пластик кокпита, остекление, фонарь из двух частей. Собственно, сам он, который придется подкрашивать частично, то есть все непрозрачные части нужно будет красить в цвет корпуса. И, собственно, боковая дверь-то она отдельно, чтобы ее можно было сделать открытой. Ну и частично тут еще детальки приборов освещения и внутри там приборов управления. Прозрачный пластик, ну, достаточно хорошо сделан, прозрачный, ничего так с ним никаких проблем нет. И остается буквально декалька на К-50, собственно, звезды. Маленькая, на два варианта номеров. Техничка типа есть, но ее довольно мало. Я подозреваю, наверное, меньше, чем на реальном вертолете. Ну, в принципе, зато меньше придется заморачиваться с переносом всего этого на модельку. Так что вот, в принципе, такая в меру старая, но в меру, в принципе, выглядящая пристойно оригинальная разработка звезды, очень известного прототипа К-50. Ну, К-50 об этом мы должны знать сами, потому что на коробке об этом мы не узнаем. Черная акула.